Всем привет, кто заходит, всем привет. Заходите. Так, надо снять наушники. Я тут музыку слушала. Заходите, сейчас будем смотреть подсказки вам. Сейчас свечку зажгем. Смотрите, вообще спичка вообще, да? Мощь. Вот это мощь. Свечку зажгла. О, давай, давай, гори, гори. Она так маленькая такая. Видите, только зажгла. Сейчас она тоже разгорится. Новые свечки ко мне пришли, те закончились. Я в одном и том же месте заказываю, одни и те же. Они пришли. Добрый вечер, Ирина. Нет, не потухла. Она просто маленькая, видите, ее тут видно, вон она. Видите? Маленькая. Сейчас она разгорится. Новая. Поставила новую, поэтому... Добрый вечер, Антонина. Так, сейчас будем, да? Сейчас я сразу эту размещу. Ссылку, если кому-то надо будет. Для новеньких, может. Давайте смотреть подсказки. Для Ирины, потом для Антонины. Кому подсказки, пишите подсказка или подсказки. И тогда я вам дам на всех колодах подсказки. Вот. Если у кого вопросы там по ссылке надо пройти, да? Так. Для Ирины смотрим. Для Ирины смотрим. Первая подсказка. Используйте свое обаяние. Используйте свое обаяние. Почему-то вспомнилась такая история, вспомнилась. В общем, есть такой стереотип, что вроде как бы блондинки глупые, да, а брюнетки вроде как поумнее. Ну, относится, кстати, к блондинкам как-то вот снисходительнее, чем к брюнеткам. Может, это стереотипы, не знаю. Ну, все по-разному, но такое бывает. И если ты светленькая, то можно прикинуться немножко, что ты что-то там не понимаешь, и тебе это простится, да? Один раз такое было, что таксист должен был меня по работе там подвезти с документами, и у меня были светлые волосы, еще светлее, чем прям белые. И я такая, ну, как бы, как будто я не понимаю, что-то там что-то говорит, и мне непонятно. Он такой, ну ты что, ну ты же крашеная блондинка, ты же не настоящая, ну типа того ты должна понимать. В общем, с ним не прошло, но вообще проходило так, что ты блондинкой немножко снисходительнее относились, ты могла там как бы чего-то не знать. Да, Ирина, это вот для Ирины подсказка. Не нужно быть хорошей для всех. Помните, вы всегда самое лучшее, даже если у кого-то другое мнение. Самое лучшее. Для Ирины подсказка. Смотрите на мир счастливыми глазами. Счастливыми глазами. И открытым сердцем, хочется сказать. Я делала мясо в горшочках сейчас. Получилось очень-очень даже. Супер-супер. А вы что делали сегодня? Для Ирины подсказка. Будь экономнее. Никак у тебя не получается тратить деньги с умом. То ума не хватает, то денег. Денег не хватает, да? Причем тут он-то ума хватает денег. Ну что это опять? Это надо настроить. Так, классные подсказки. Для Ирины послание из будущего. Смотрим. Найди время для хобби. Хобби отлично справляется со стрессом и позволяет мозгу отдохнуть. Переключается, в общем, мозг с работы на отдых, когда занимаетесь тем, что вам нравится. Я, кстати, сегодня занималась тем, что мне нравится. Я монтировала видео. Вот. Кайфанула. Новую программу скачала, старая глючила.
общем, у меня одно видео в старой программе будет, а вторая часть в новой. Но я еще не доделала. Для Антонины. Так, Ирина, спасибо, что пришли на эфирчик. Ставьте лайки, девчонки. Давайте смотреть для Антонины. Для Антонины подсказка. Делайте добрые дела. Делайте добрые дела. Даргрейн, донатик, супер. Сейчас мы Антонине посмотрим, потом донатик посмотрим. Так, смотрим для Антонины. Риск будет оправдан. Сейчас самое удачное время для рискованных идей и проектов. Ничего себе. Понимаю, о чем последние две подсказки. Хобби нужно добавить в жизнь, Ирина. Добавляйте. Да. Ой, вот этот звук про донатик. Запоздал немножко. Сейчас для Антонины продолжаем для Антонины смотреть. Не ищите никогда никому никаких оправданий. Если человек так поступил, значит он так хотел. Это вот прям стопроцентное попадание. Не оправдывайте, что у него не было возможности, там что-то еще. Ну, примите это как есть. Что ж делать? Антонина. Смотрим. Ой, смотрите. Извинись, серьезно, просто сделай это. Я не знаю, что это. Кому-то на ногу, может, наступили или наступите. Извинитесь. Вот. Послание из будущего. Смотрим. Прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Ну, тут какая-то внутренняя интуиция вам даст подсказку. Спасибо большое, Алена. По традиции желаю замечательной недели, исполнения успешные дела. Вам тоже классной недели. Обнимаю Ирину, приходите на эфирчики. Антонина, я вам дала тоже все подсказочки. Будем смотреть донатик. Сейчас посмотрим. Тын-тын-тын-тын. Донатик. Его мысли. Смотрим. Даргрейн, смотрим вам. Донатик. Его мысли. Так. Ой, перевернулась. Он что-то хочет вам сказать. Что-то хочет, я не знаю что, что-то хочет сказать. Хочет подать о себе весточку, кстати. Он, возможно, хочет написать, потому что он хочет что-то вам сказать. Он не высказал какие-то слова, вот он хочет вам сказать, чтобы вы это знали. Что-то хочет сказать. Вот должно быть, что он хочет сказать, что-то такое, что должно быть вот так, так правильно, и мы так будем идти вперед, как бы и дальше. То есть что-то такое вот, что-то донести до вас такое свое, что-то сказать, как будто вот должно быть вот так, вот это правильно, вот поэтому будем делать вот так. Я думаю, что так будет лучше для нашего будущего. Вот что-то он хочет вам такое сказать. Я не знаю, что, но вот что-то он хочет. И слушайте, а в чувствах у него полная разруха. В чувствах что-то у него, знаете, подорвано что-то у него там в чувствах. Все упало, все пропало. Как будто вот... Очень такое разочарование в чувствах, боль, обида, притом на самого себя, что он сделал что-то не так, это он виноват, надо было по-другому, надо было другие слова вам сказать, другие слова подобрать. То есть в чувствах у него вообще такой раздрай какой-то, у него прям в чувствах. Он думает, что все сделал не так, что вот надо было при последней встрече по-другому себя вести, другие слова вам говорить, как будто вот все рухнуло и все, рухнуло. Вы ему как будто целый мир открыли, как будто вот глаза открыли.
Антонина, благодарю за подсказки. Вас тоже благодарю, что пришли на эфирчик. На что вы ему открыли глаза, смотрите, дорогие, на что вы ему открыли глаза? Вот вы ему как будто глаза открыли на то, что пора идти, как бы, ну, что-то менять, да, и идти в будущее, от чего-то уходить, к чему-то приходить, то есть принимать какое-то решение, вот. Вы ему дали толчок. Но он уходить-то не хочет. Он как-то все равно планирует свидание, романтику, он хочет флиртовать, но его расстраивает, что как-то это все сложно. Как будто это уже невозможно. Вот после вот того, что сделано, как будто сделано что-то такое, что вот вы плохо разошлись, да, плохо поговорили, там, сказали какие-то колкие слова друг другу. Вот. И сейчас вот флирт и романтика как-то не к месту будет, как-то вот не те ощущения, как будто не то. Как будто невозможно из-за того, что что-то вот ляпнул и из-за этого расстроился. Будет ли он действовать? Ой, ну в зависимости от ситуации он будет действовать. Он не будет действовать просто так. Так, но все-таки, пока не будет он действовать, пока он будет играть в молчанку. Не будет ничего не писать, не о себе сообщать, ничего. Но в то же время много хочет вам сказать. Хочет много сказать, но почему-то молчит. В зависимости от ситуации, это значит, когда он может проявиться, действие его. В ноябре нет, не хочет проявляться. В декабре. Но в декабре даже вы можете ему написать, кстати. В декабре вы можете первое проявиться, вы можете опять там поревновать друг друга, опять можете что-то такое сказать. Знаете, вы можете вызвать ревность, кстати, у него. Он проявится в декабре. Но знаете, как будто вы будете инициатором как-то через вас. Я не знаю почему. Как будто вы будете инициатором его проявления. Вы что-то такое сделаете, как-то проявитесь, что, может быть, в соцсетях он вас увидит. В общем, что-то такое сделаете, что он проявится. Придется, потому что что-то там приревнует. Но все равно вы можете как-то, знаете, на ножах говорить. Ну, как вот, потому что здесь как-то вот неспокойно. Такие разговоры, когда вот уже поругались, поссорились, и как-то вот надо помириться, а здесь не хотят мириться вроде бы, и хотят общаться, но мириться не хотят с другой стороны. Ну, непонятно вот. Как будто еще не все высказано, не все пережито. Да, нужно время, чтобы это прошло. Нужно время, чтобы принять это, чтобы переварить это, и чтобы нормально потом реагировать. А пока что болезненно будет реагировать на слова, и вы, и он болезненно. То есть колко воспринимать все в штыки, как-то вот так, не хочу мириться, нет, все равно хочу свое доказать. Должно время пройти, чтобы успокоиться и принять, понять, что ну как бы есть и есть, что теперь делать. Надо как-то дальше идти, давай как-то успокоимся, да, и будем дальше общаться. Очень плохо работает YouTube. Расстались и заблокировал. Но вот он пока не будет проявляться. Он решил не проявляться пока. Но потом он не знаю, потом он все равно проявится. Здесь нет того, что он не будет проявляться совсем. Он вам может, кстати, написать не сейчас, не так быстро, как вы хотите, позже, чем хотелось бы. Он может написать, но вы его отправите, типа, мне уже от тебя ничего не надо, типа, хватит, все, иди там куда-нибудь лесом. Добрый вечер, Аннет. Да. Вообще он будет действовать так же, как раньше. Вот, Дарья, что сейчас... Даже Грейн, что сейчас вот ждать от него, ничего не ждите, потому что он как действовал раньше, так и будет действовать. Он сохраняет свою свободу, не хочет ничего менять, хочет вот, чтобы вот он переваривать будет это все. Пока что не будет действовать никак. Вот как раньше, как раньше.
А если вы его заблокируете? А если вы его заблокируете, десятка мечей, то как бы, ну все, что, все закончилось. Его чувства. А, если вы его заблокируете, он почему-то зашевелится. Он зашевелится, как будто он как будто скажет, так, надо тут, почему она меня заблокировала, что тут, смотрите, если вы его заблокируете, он может проявиться даже. Вы его чувства заденете. Самолюбие. Хоть ему будет и тяжело проявиться, но он захочет проявиться. А вы хотели бы восстановить отношения, помириться, и чтобы понимали друг друга, и чтобы вот любовь, морковь, да, чтобы вот восстановить все-таки отношения хотели бы. Да. Но над этим много надо работать, и при том вам надо работать над этими отношениями. Если хотите восстановить отношения, это возможно. Но здесь как будто в этих отношениях нужно будет больше вам вкладываться. Да. Вам бороться за любовь, представляете, вам. А он как-то так вот не хочет напрягаться. Ну, что-то он вам скажет, какие-то новости, что-то такое, вот, что он решил, что так будет. И как будто вот скажет, но не сейчас, не в ноябре. Не знаю, тут как будто так и будет, нервотрепка какая-то, так и будет продолжаться пока что. Вот что он вам может дать, он вам ничего такого не может дать. Он вам все-таки в итоге может дать только одиночество, ревность и вот эту вот неспокойную жизнь. Неспокойную жизнь. Да, с ним тяжелые отношения. Тут так и будете. Так и будет вот это все тяжело. Легко не будет с ним. Но если хотите ждать, то ждите, будет сообщение от него, он сообщит о себе. И появится, объявится. Но если вы хотите. Но это тяжелые отношения, и так и будут продолжаться. Так и будет, если вы захотите, с вашей помощью при том. Они могут продолжаться. Но интересно, если вы заблокируете его. Сделайте по правде, заблокируйте его, посмотрим, приедет ли он. Подсказка вам. Подсказка. Откажитесь от всего ненужного. Даркгрейн, откажитесь от всего ненужного. Подумайте, что вам не нужно. И откажитесь. Да, уходите от того, что вам не нужно. Ставьте в прошлом, как будто. В общем, давайте, решайте, что там с ним делать, как вы хотите. Ну, если вы его будете ждать, то он все равно придет, будет флиртовать, и все это он захочет обратно. А если вы его не будете ждать, вы тоже будете счастливы и без него. Даже больше, кстати, вы будете счастливы без него, чем с ним. Вот. Так что спасибо за ваш вопросик. Ой, тут еще донатик. От Аннет. Его мысли о вас сегодня. Вы его как-то соблазнили, что ли? Он очень сильно переживал, и очень-очень много у него было разных мыслей. Но вы его как будто прям соблазнили, как будто его не то что вдохновили, вы его так наполнили, так его взбудоражили,
такой пинок ему дали и такой стимул, знаете, что ему некогда переживать вообще больше. Ну, перестал грузиться, да, и все, он как бы заряжен на то, чтобы бороться и победить. И он победит. И он победит. Вы ему дали столько энергии, что прям он готов рвать и метать. Он среди конкурентов, он как бы все сделает, победит, у него все силы на это есть. Вы его так зарядили, что прям вообще не знаю. Очень хорошо, короче. Здесь что-то такое интимное, такое эротическое. И так что он очень-очень взбудоражен. Готов бороться, наполненный такой, будет бороться во что бы то ни стало. И результат у него будет даже лучше, чем он ожидал. Вот он хочет, чтобы это было, да, добиться чего-то такого классного, вот из-за чего вот он борется, прилагает усилия вот эти вот. И он думает, вот было бы классно так, но так, наверное, не получится, блин, потому что там еще от людей зависит, то все обстоятельства, ну, другим так не делают, нельзя, да, но я буду стараться, все равно я буду стараться. И вот он не будет сдаваться, и у него результат будет даже лучше, чем он ожидает. То есть именно вот у других такое могло не прокатить, а у него прокатит. Ну, то есть он добьется своего, вот, то есть он добьется, поэтому... Тут очень хорошо вы его зарядили. И вот. Ему некогда думать, у него тут страсть горит, и он готов это все направить туда, куда нужно, в нужное русло. Вот. Вы знаете к нему подход, короче. Вот. Так что тут... Да, ему некогда расстраиваться, а он хочет быстрее встретиться, быстрее все это вот его расстраивает, что вы на расстоянии. Да, он все возьмет в свои руки. Вот, смотрите, его очень расстраивает вот 3 карты, да. Видите, что вы на расстоянии не можете никак с вами встретиться, что между вами расстояние, вы далеко. Вот, все, теперь он взял все в свои руки и приедет, и вместе порадуйтесь, и тут и насладитесь друг другом. И я не знаю, просто тут счастье по солнышку, тут будете очень довольны, что-то сбудется, что-то реализуется. И здесь как будто все в его руках, все зависит только от него. И при том, что это возможно, вот то, что он хочет, это возможно. У него столько энергии, ну, вот на это вот дается, что он все реализует и все сделает как надо и на работе, и в жизни, и все, что он планирует. Приедет, еще будете отмечать что-то такое, радоваться будете, что-то праздновать. Ну, здесь тут и ребенок, возможно, тут как бы все. Тут вообще очень хорошее известие. Вот здесь так. Да, наконец-то заканчивается вот этот период у него, когда ничего не получается, да, когда нужно просить о помощи кого-то, а это не очень приятно, не нравится, и вообще, как бы ты же будешь ему должен. Это вот заканчивается этот период, да, когда что не делаешь, все разрушается, и какие-то палки в колеса. Это заканчивается, разочарование заканчивается, просить ни у кого не нужно будет больше ничего. Здесь пойдете в будущее. Не нужно будет даже помощи. Да, и наконец-то закончится вот этот мозговой штурм, когда это много мыслей, все, я должен это, третье, десятое, у него все по полочкам, все по расписанию, мне надо сделать это, он в другие энергии перейдет, более такое вот направленный на карьеру, на расслабление, на получение удовольствия и на догнать свою любимую, свободную. Она там одна, красивая, надо ее, видите, догнать, обнять и никому не отдавать. Тут как бы будете вместе отмечать что-то, будете вместе жить, тут новое начинание, новый дом, новая стабильность, перейдете на новый уровень, других энергий будет немножко успокоиться, потому что у него взрыв мозга просто, у него куча мыслей было, энергия немножко поменяется.
Вместе нужно отдохнуть, вот он приедет. Он очень-очень хочет приехать, он приедет. Он сейчас, в общем, ноги в руки, все, он там всех там, не знаю, со всеми договорится, все порешает и приедет к вам. Потому что, ну, вы страстная, желанная, и его к вам тянет просто неимоверно. Он к вам, к вам, к вам, к вам. Да, вместе отдохнуть. Следующая карта. Нужно вместе отдохнуть. Где, чего, когда. Вместе отдохнете. Видите, тут вот и выпить, и отдохнуть, и как бы покушать вкусненько, где-то посидеть, поболтать, полежать, не знаю, вот все, что отдых, все, насладиться моментом, просто кайфануть, это сюда будет как раз-таки, когда он приезжает к вам. Это прям так все и есть. Вам нужно, что вам еще нужно знать? Вам никогда не нужно в нем сомневаться. Вам не нужно сомневаться, что вы делаете неправильный выбор. Никогда не нужно сомневаться. В своем выборе не сомневайтесь. Что вот я думаю, спросила, что вам нужно знать насчет него. Никогда не сомневайтесь в своем выборе. Потому что новые мужчины, если они какие-то будут вокруг крутиться, новые мужчины, они будут предлагать только флирт. Флирт и несерьезные отношения. А этот мужчина, он стабильный. Он стабильный. Он, да, ваш, он будет стараться, Даже если ему не нравится что-то на работе, он будет стараться ради вас, чтобы вы всегда были с денежкой, чтобы у вас всегда была стабильность. Что хотел бы сообщить? Что хотел бы сообщить? Что я исполню все твои мечты, что мы будем счастливы на 10 из 10. Видите? Что он хотел бы вам сказать? Что все ваши мечты он исполнит. Что вы в его мечтах, вот во всех мечтах вы, что вы вместе. И он готов исполнить для вас вот каждую вашу мечту. Он говорит, мечтай, я все для тебя сделаю, чтобы ты была счастлива, чтобы наша семья была счастлива, чтобы наши дети и мы всегда были счастливы. Тут любовь, тут прям любовь по уши, по самую макушку. Тут вот. Я говорю, исполни все твои мечты, чтобы ты была счастлива. Потому что когда счастлива ты, тогда счастлив и я. Вот это он хотел вам сказать. Что вы его семья. И он для вас все готов сделать, все. Вот так вот. Так, подсказка для Анет. Откажитесь от всего ненужного. Откажитесь от ненужного. Может, мысли какие-то в голове. Или дома нужно там, не знаю, посмотреть, там пыль протереть. Может, пыль не нужна же вам? Не знаю, что подумайте, что там, что-то поломалось. Даркрейн, вам тоже спасибо большое. Анет, вам тоже спасибо. Подсказки на всех колодах. Да, можно. Всем можно. Благодарю за ответы. Вас, Анна, тоже благодарю. Все, кто пишет подсказки, пожалуйста, все бесплатно. Подумать можете о чем-то. Или загадать ситуацию. Да? Для Анны подсказка. Избавьтесь от неуверенности и пессимизма. Если вы где-то там не уверены в своих силах, все это ерунда, это временное, все пройдет. Будьте уверены в этом. Сделайте паузу, отдохните. Это самое правильное решение в данной ситуации. Ну, находите время на отдых, ничего не знаю. Не нужно все время работать. Так, для Анет смотрим. Подсказка. Двигаясь к цели, не забывайте получать удовольствие от пути.
Для Анет подсказка. Ой, извинись, серьезно, просто сделай это. Ой, ну не знаю, может быть, вы тоже кому-то на ногу наступите на этой неделе. В общем, извинитесь. Так, что такое настраиваю? Ой, смотрите, здесь попугайчики. Прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе добра. Близкий человек желает вам добра. Сейчас посмотрю, Анет, сейчас послание из будущего. Для Анет послание из будущего. Не сдавайся, доведи начатое до конца. Чуть-чуть осталось, доведи начатое до конца. Так что вот, вам тоже спасибо, Анет. Так, ну давайте смотреть 10 посланий из будущего. Сейчас я напишу. Так, в комментариях 10 посланий из будущего. Так. Вот на этой колоде будем смотреть 10 посланий из будущего. Поэтому загадайте циферку от единички до 10. Можете загадать несколько циферок. Будем смотреть. Кто загадал цифру 1? Посмотрим послание из будущего. Выбери себе талисман, а я позабочусь, чтобы он защищал и помогал тебе. Любой талисманчик можете выбрать. Можете купить кулончик, можете сделать браслетик, любой, как вы хотите. Можете купить браслетик, можете, не знаю, брелочек даже купить себе, в сумочку положить, камушек какой-то. Все, что для вас имеет значение. И загадайте, что талисман от вас защищает, или помогает, или там исполнит ваше желание, чтобы быстрее сбылось, или там направит вас, чтобы подсказки видели. То есть что угодно можете придумать. Талисман, чтобы вам помогало, защищал. Можно несколько талисманов на разные вещи, кстати. Так, двойки. Если ты ждал знак от Вселенной, то это он. Действуй. Действуйте, двоечки. Так, тройки. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Что такое там у вас? Кран забыли закрыть. Что там? У вас может что-то готовиться на кухне. Выключаете, это сгорит. Так, так, сколько? Тройки, четверки, да? Четверки. Прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Интуиция сейчас будет хорошо работать. Пятерки. Перестань искать себя, создай. Расслабься и представь идеальный образ себя, детально и максимально конкретно. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь. Чего тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом? Начни создавать себя прямо сейчас. Ну, короче, кто хочет похудеть, записывайте калории. Не больше 1500 в день. Или там, не знаю, какие у вас цели. Хотите, начинайте учить английский. Заниматься спортом. Ну ладно, сами там знаете, да? Шестерки. Сделай сюрприз близкому человеку. Он нуждается в твоем внимании. Шестерки. Это семерки теперь. Семерки. Ты счастливчик, у тебя все будет замечательно. Восьмерки. Ой, восьмерки, стоп, перестань это делать. Ты знаешь, о чем я говорю. Если вы не знаете, что это, то я не знаю, что нужно перестать делать. Не спать всю ночь, а потом дрыхнуть весь день. Я не знаю. Девятки. Ты забыл что-то важное, ты еще успеешь все исправить. Может быть, завтра вам на работу и надо поставить будильник. Вы еще не поставили. Поставьте. Десятки. Пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись. Удели им время. С друзьями. Но друзей сейчас уже времени нету, да? Так, давайте теперь будем смотреть следующий общий расклад.
Ой, что делать, чтобы неделя была хорошей, что не делать. Смотрите, попрощайтесь со своими страхами. У вас слишком много мыслей в голове, не накручивайте себя. 3 позиции будет. Что делать, чтобы неделя была хорошей, что не делать. Первая позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошей, и что не делать. Так, что делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, нужно честно себе говорить, что вы хотите. Не обманывайте себя. И это касается не только себя и других людей. Относитесь к другим людям так, как хотите, чтобы они к вам относились. Будьте честны, не обманывайте, не сплетничайте. Вот, потому что здесь, если вы сделаете что-то плохое, то вам быстро прилетит обратно это все. Если вы кого-то поругаетесь, то, то есть у вас там может компьютер зависнуть, например, да, что-то такое. То есть обратно быстро прилетит. То есть лучше делайте хорошие дела, реагируйте и общайтесь по справедливости, говорите честно все. Вот, здесь так вот. Правду старайтесь говорить или промолчите. Что не нужно делать? Не нужно слишком много мечтать. То есть не нужно быть слишком много в своих мечтах, нужно быть реалистом здесь. Здесь нужно на этой неделе действовать здесь и сейчас, а не думать о том, что будет. Потому что от ваших действий, которые вы делаете сейчас, зависит как раз-таки ваше будущее. Оно так строится. Поэтому не будьте холодны ни к себе, ни к людям, да, но вот не слишком не замечтайтесь, не живите завтрашним днем, что вот там будет вот хорошо. Живите сейчас, чтобы вот сейчас живите хорошо. И потому что из-за того, что вы делаете сейчас, формируется ваше будущее. Двоечки, что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Так, что делать, чтобы неделя была хорошая? Ну здесь, смотрите, если вас позовут куда-то поехать, какая-то поездка, путешествие, то соглашайтесь. Здесь как будто колесо фортуны повернется, видите, какие-то дороги, поездки и какие-то счастливые обстоятельства, возможности могут открыться. Поэтому хватайте за хвост, рассматривайте каждую возможность, все предложения, не знаю, которые к вам поступят. Вот, будьте в движении, не сидите на месте, не сидите дома. Вот. Что здесь? Что не нужно делать? Не нужно думать, что все получится само собой. Не нужно думать, что где-то один раз выиграв или обманув, или получив прибыль, вы и дальше так будет. Нет. Если вы что-то получаете, то нужно прилагать усилия, нужно продолжать бороться. Если вы хотите вообще получить то, что вы хотите, желаемое, то тут нужно продолжать бороться. Тут не нужно радоваться сиюминутной победе, потому что здесь, возможно, победа, какую-то победу можете одержать, да, что-то получить, и все, и расслабитесь. Если расслабитесь, то потом уже вообще у вас все полетит нафиг, придется начинать заново. Поэтому здесь не нужно расслабляться, не нужно надеяться, что все само решится. Здесь нужно брать все в свои руки и все решать. Строчки, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая, что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно проявляться, нужно активно проявлять себя на работе, занимать активную позицию. Если где-то что-то требуется, то вы там как-то не знаю, чтобы вас заметили, что-то такое делаете. Где-то нужна помощь, вы там помогите, где-то что-то нужно, вы там тоже проявитесь, то есть мелькайте везде. Если что-то нужно помочь, делайте. Вот. Активничайте на работе, не сидите тихонько там, да, как-то как мышка. Нужно здесь более такое, надо шумно там себя проявлять, то что вот, я тут работаю, по телефону говорю, общайтесь с людьми, очень много общения здесь. Занимайте активную позицию и настраивайтесь на карьеру, на будущее, делайте все эти действия, которые будут вам на будущее задел такой вот. Потому что все, что будете делать, это все будет отражаться на вашем будущем. Хотите, чтобы было классно, заводите много знакомств, по работе много общайтесь, ездите куда надо, там, да, как-то активную позицию занимайте. Здесь так, общение за активная позиция. Что не нужно делать, не нужно медлить, не нужно размусоливать там, а если так, не нужно, ой, я там, не сейчас, может быть, потом я подумаю, такое сейчас не прокатит. То есть не нужно тормозить, не нужно
искать отговорки, вот такое вот. Ну, в общем, не нужно медлить. И еще не нужно рассказывать о своих планах на будущее. Если вы что-то планируете, не рассказывайте всем, не стоит. Держите язык за зубами. Ну, здесь как-то вот так получилось. Такие вот 3 позиции. Ну что, подсказки больше никто не спрашивает. Сейчас посмотрю донатики. Если донатиков больше не будет, будем заканчивать, наверное. Сегодня такой будет коротенький эфирчик. Да? Вот. Ну, я смотрю, донатики все ответила. Так, подсказки все сказала. Если нужны будут подсказки, пишите просто слово подсказка. Если подсказка, то на этой колоде, на самая основная у меня, самая первая, которая у меня появилась. Она уже тут такие эти затертые края. Вот. С нее начались наши подсказочки все. Вот. Ну что, приходите по субботам, у нас эфиры пока что по субботам. И вроде как 21:30, но еще только 21, но я сейчас 20:30 провожу пораньше, потому что сейчас темнеет уже. Вот, хочется немножко пораньше начинать, это уже и спать потом охота. Вот, так что приходите, подписывайтесь. Подсказки у нас на эфирах бесплатные, вопросики пока что 250 рублей, ну это пока, да. И, скорее всего, я, наверное, не буду пока... Ну, в общем, ладно. Что-то я сейчас... Отпускать вас надо уже. Всех обнимаю, целую. В общем, увидимся в следующую субботу. Вот, приходите. Ставьте лайки, мне будет очень приятно. Все, давайте, пока. Так.